Привет, уважаемая публика! Сегодня я решил записать необычный для себя, необычный формат. Это разбор собственного видео. Сейчас это уже больше миллиона просмотров, больше 700 тысяч в Яндекс.Дзен, больше полумиллиона просмотров на YouTube в разделе Shorts, суммарно уже больше 300 тысяч в разделе Reels Инстаграма. Ну и TikTok тоже там где-то какие-то тысячи оно набирает. Видео круто зашло, соответственно, получило очень широкий отклик самой разной публики. Видео называется «Деревянный экран под маслом Гаппа». Стандартно все используют либо пластиковый экран, который продается там за 3,5-4 тысячи рублей в магазинах типа Leroy Merlin, либо крутые плиточники делают гипсокартонную основу, выкладывают экран из плитки, ставят туда лючок Паттай, который стоит тоже от 2 до 7 тысяч рублей. Получается резьонная дверца для того, чтобы можно было бы почистить сифон. Мы пошли очень простым путем. Куплены были 4 доски двухметровые или 2,5-метровые, я уже не помню, строганные в Leroy Merlin. У меня под ванной был каркас из металлического профиля. И на этот каркас я надел эти 4 доски, предварительно покрыв их маслом Гаппа. На видео доски покрыты маслом с одной стороны. На самом деле они покрыты, конечно же, с двух сторон. Спешу успокоить тех людей, которые писали комментарии о том, что доски сгниют. Да, возможно, они сгниют там, через 5, 10, 20, 15 лет. Возможно, меня даже не будет интересовать, что с ними произошло, но сейчас они смотрятся очень здорово. Многие люди не слышали о минималистичном дизайне, о сканди-стиле, о сочетании высокотехнологичных материалов, таких как керамическая плитка, и простых материалов, таких как дерево. Я не буду навязывать кому-то свой взгляд. Мне это нравится, и поэтому это использовано, и это есть. Лайков на видео больше 5000. Комментариев, если собрать по всем соцсетям, около 300. Причем из этих 300 комментариев 200 это точно, это хейт. То есть начинается от того, что дерево непрактичный материал, который нельзя использовать в ваннах и санузлах. Тогда у меня сразу вопрос: ребята, а бани из чего строятся? А в саунах дерево используется или все-таки там какой-то заменитель? Испокон веков бани строили из дерева, отделывались внутри деревом, эксплуатировались при повышенной влажности и высоких температурах. И сейчас 100 хейтеров и сказали, что дерево в ванной комнате или санузле использовать нельзя. Ну ладно, посмотрим. Я специально через год открою экран и посмотрю, что там случилось, и покажу обязательно. То есть мне самому даже интересно. Второй момент. Люди говорят, как вы будете обслуживать сифон, который засорится, в ванной вот эта вот штука. Отвечаю, очень просто. Беру, откручиваю 2 доски, это 4 самореза, шуруповертом. Снимаю эти 2 доски, добираюсь до сифона, чищу его, 4 саморезами назад прикручиваю эти доски. Следующий момент, который волнует моих и хейтеров, и сочувствующих людей. Это вот расстояние, которое как будто мешает ногам, чтобы подойти к ванной ближе. Люди, я и моя семья не занимаемся в балете. Мы не можем расставлять ноги вот так, но все равно к ванной подходить нормально, стандартно, удобно. Еще один момент, который обсуждают пользователи в комментариях к этому видео. Под ванной будет образовываться плесень, грязь, пыль, моль, насекомые, грызуны, мыши. И еще один момент, наверное, мне сразу нужно было сказать. Это ванная комната, это санузел частного дома. Чтобы понимали, что это не квартира. Это частный дом. И в этом частном доме сделано таким образом, что под ванной там стяжка. Черновая стяжка. Это керамзитобетон на арматуре, на армированном основании. Потом дальше идет сотка-утеплитель. И поверх этой сотки утеплителя залита чистовая стяжка.
А в чистовой стяжке теплый пол. И под ванной, под самим корытом ванны, тоже улитка теплого пола. То есть там тепло, ванна теплая. Теплый воздух от стяжки поднимается вверх, обеспечивается постоянная вентиляция. Поэтому вопрос сырости, плесени, грибка в этом месте, он, наверное, не стоит. Откуда взяться там грязи, если нет вот этого пресловутого внизу, вот этой пазухи, куда кто-то вставляет ноги, чтобы подойти к ванне. Следующий хейтерский комментарий. Дерево лучше бы оставили так, как оно есть. Ребят, тут на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то говорит, что дерево лучше бы покрасили. Кто-то говорит, что цвет нашего масла полное дерьмо и нужно покрывать какой-то там морилкой. Не знаю, мы с маслом ГАППа работаем уже несколько лет. Это очень хорошее масло, возможно, есть что-то лучше, но по соотношению цена-качество масло превосходное. Просто нам нравится этот продукт. Он использовался на лестнице, он использовался при производстве амбарной стены, которая у меня в гостиной. Сделано было чуть больше года назад, тоже об этом рассказывал. Остаются, наверное, переходы на личности. Говорят, что в платье женщина не должна работать. Не знаю, если работа в удовольствие, если она не грязная, то, наверное, можно и в платье поработать. Что касается ребенка, который попал в кадр, случайно парень прошелся там, не вижу никакой проблемы в том, что ребенок попал в кадр. Это мой ребенок, пусть он ходит где хочет, если ему там нравится, пусть он ходит. То есть совершенно он не препятствует ни работе, ни творчеству. Дизайнерский ход с применением дерева в ванной – это признак колхоза, признак сарая. Мне бы хотелось попросить вот этих людей, которые так смело высказывают свое мнение, показать свои санузлы и ванные комнаты. Также переживают люди о том, что я скрал место под ванной для хранения так называемой всякой полезной ерунды. Всякой фигни, которая могла бы храниться под ванной, ее там сейчас нет. Понятно, да? В моем доме площадью 150 или 180 квадратных метров масса мест, где можно всю эту полезную ерунду хранить. То, что там где-то под ванной в неудобном месте я скрал какие-то там кубические сантиметры пространства, я совершенно не жалею. Также люди переживают о том, что больно дешевая плитка была использована для отделки этого санузла, то есть этой ванной комнаты. Да, плитка действительно недорогая. Если не ошибаюсь, она стоит меньше 600 рублей за квадрат. Это кабанчик белый обычный, произведенный где-то на Украине. Меня все устраивает. Бюджет почти не пострадал. Когда люди говорят, что получился коровник для курочек, сарай и так далее, вот такие подобные комментарии, мне почему-то кажется, что те, кто это комментирует, они по малой нужде и прочим вот этим, или по большой нужде ходят в туалет до сих пор на улицу, проходя мимо своего коровника либо сарая, замечают, мимо чего они идут, видят это дерево и бац, сидя там на корточках, листают этот самый ленту, а там мое видео. И они сразу то, что первое приходит в голову, то, что вот увидели по пути до своего нужника, и написали в комментариях. Что сказать, я не то чтобы сочувствую, но у вас, наверное, лучшая жизнь впереди где-то. Поэтому желаю побыстрее до нее добраться, чтобы у вас было меньше желчи, меньше хейта, а было больше хорошего настроения, и вы не ходили до нужника мимо своего коровничка, курятничка или сарая, то есть чтобы у вас ваш белый трон находился где-то поблизости и было удобно до него добраться. На этой оптимистичной ноте, на пожелании всем моим подписчикам долгой и счастливой жизни,
я, наверное, попрощаюсь с вами. И следующее видео, разбор видео, скорее всего, будет вот про стену, которая сейчас находится за моей спиной. Это стена из гипсового кирпича, которая тоже уже получила и хейта, и лайков, и комментов. Поэтому следующее горизонтальное видео будет, скорее всего, об этой стене, как развивалась эта идея, как она воплотилась в жизнь. Плюсы, минусы тоже, наверное, разберу. До скорых встреч. Лайки. Подписываться даже не прошу. Главное, чтобы не отписывались. Всем хорошего настроения. Пока.